Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! По вашим многочисленным просьбам я хочу продолжить тему праздничных блюд для новогоднего стола. И хочу предложить вашему вниманию еще одну подборку замечательных праздничных рецептов и назову ее просто «Меню 2 на Новый год», состоящее из 10 блюд. Они совсем несложные в приготовлении, и не надо будет провести весь день у плиты. Блюда получаются красивые и очень вкусные и украсят ваш праздничный стол. Меню рассчитано на 8-10 человек, но, конечно, вы всегда можете его дополнить и другими рецептами. В него входят 3 салата, замечательные закуски мясные и овощные, рыба в тесте, оригинальное канапе. А на горячее я предлагаю приготовить очень вкусный сочный мясной рулет, который готовится вместе с гарниром, с картошкой и с грибами. И, конечно, какой же Новый год без десерта? Предлагаю приготовить очень вкусный и красивый торт «Волны Дуная». Этот торт действительно украсит ваш праздничный стол, а готовится он проще простого. Я очень хочу, чтобы ваш новогодний стол был самым красивым и вкусным. И начну подборку с салатов. Предлагаю приготовить салат Марсель. В нем очень интересное сочетание ингредиентов. И благодаря оформлению слоями салат смотрится очень нарядно. Салат я буду собирать в разъемном кольце диаметр 19 см. На тарелку выкладываю листья салата и сверху ставлю кольцо. На мелкой терке натираю сырую морковь, чеснок, добавляю немного майонеза и слегка перемешиваю. Делю на 2 части и одну часть выкладываю в кольцо. Распределяю ровным слоем, стараясь сильно не приминать. Сверху промазываю майонезом. Тонкой соломкой режу огурцы и выкладываю в форму. Огурцы не солю, чтобы они не пустили сок. Мелко режу укроп и распределяю на огурцы. Сеточка из майонеза и слегка все прижимаю. Мелко режу зеленый лук, выкладываю в форму. Получается зеленый слой. Тонкой соломкой режу ветчину. Ветчина соленая и сбалансирует несоленые огурцы. Выкладываю ее в форму, смазываю майонезом. Разделю белки и желтки у отварных яиц. Натираю белки на мелкой терке прямо в форму. Делаю сеточку из майонеза. Сверху распределяю оставшуюся морковь. Снова сеточка из майонеза. Режу чернослив тонкими полосками. Обязательно берите мягкий вкусный чернослив. Если надо, его можно предварительно замочить в воде. Выкладываю чернослив в форму. Майонез. Сверху на мелкой терке натираю сыр. У меня моцарелла, можно использовать любой твердый сыр. Сверху снова майонез и немного все прижимаю. И последним слоем натираю на мелкой терке желтки. Такой салат можно сразу подавать к столу или дать ему пропитаться в холодильнике примерно 1 час. Салат получается очень вкусный и красивый. Ну и какой же Новый год без салата шуба? Только я предлагаю его оформить в виде рулета. И готовлю его с красной слабосоленой рыбой. Салат получается просто королевский. Выглядит невероятно эффектно и украсит любой праздничный стол. В первую очередь замариную лук. Мелко его режу. Перекладываю в миску, добавляю лимонный сок и сахар. Перемешиваю и оставляю постоять. Для моего салата я использую красную слабосоленую рыбу. Как ее засолить дома, можно посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Но, конечно, можно использовать и селедку. Рыбу режу небольшими кусочками и добавляю к маринованному луку.
Все овощи я буду натирать на морковной терке. Сначала натираю картофель. Я расстелила на столе пищевую пленку и выкладываю на нее картофель. Разравниваю. Дополнительно не солю, так как все овощи я отвариваю в подсоленной воде. Промазываю майонезом и хорошо прижимаю. Сверху выкладываю рыбу с луком. Прижимаю и закручиваю рулет. При помощи пленки сделать это несложно. Хорошо плотно все поджимаю. Я снова застелила стол пленкой и натираю на терке морковь. Разравниваю ровным слоем. Делать это надо одинаковой длины с уже готовым рулетом. Морковь смазываю майонезом. Сверху натираю яйца. Обычно шубу я готовлю без яиц, но в этом рецепте я хочу их использовать. Яйца распределяю немного, не доходя до края. Смазываю майонезом и прижимаю. И теперь аккуратно при помощи пленки перекатываю картофельный рулет сверху на морковь с яйцами. И снова все сворачиваю в рулет и их плотно прижимаю. Свеклу натираю сначала в сито, чтобы немного ее отжать, чтобы рулет хорошо держал форму. Слой свеклы выкладываю на пленку, распределяю пошире, чтобы весь рулет поместился. Смазываю майонезом, прижимаю и сверху перекатываю уже сформованный рулет. И теперь весь рулет укутываю в свеклу. Хорошо все прижимаю и отправлю в холодильник на пару часов. Осталось все украсить. Делайте это по своему вкусу. Я украшаю зеленым салатом и цветами из дайкона. Шуба-рулет смотрится очень эффектно. Она украсит любой праздничный стол. И, конечно, это безумно вкусно. Также предлагаю приготовить очень вкусный салат-закуску с помидорами. Готовится он буквально за 5 минут. И в нем такая замечательная заправка. Помидоры эти улетают моментально. Одну среднюю красную луковицу порежу перьями. Конечно, вместо красного лука можно использовать и обычный белый салатный. Лук перекладываю в миску и залью холодной водой. Оставлю постоять минут 5. Из него уйдет горечь. Приготовлю заправку. В миску добавляю 2 чайные ложки с горкой дижонской горчицы. 2 столовые ложки сока лайма. Вместо сока лайма можно использовать сок лимона. Добавляю столовую ложку меда. Вместо меда можно использовать сахар. Только сахара тогда берите чуть меньше. Добавляю примерно пол чайной ложки соли, немного черного перца и 3 столовые ложки оливкового масла. Хорошо все перемешиваю. Должна получиться вот такая эмульсия. Помидоры разрезаю на 6 частей. Удаляю хвостики. Разрезаю помидор сначала пополам и потом еще на 3 части. Если помидор крупный, можно разрезать на 4. Все помидоры я выкладываю сразу на тарелку, на которой буду подавать салат. Или можно сказать, что это закуска с помидорами, так как нарезка здесь, как видите, вот такая крупная. С лука я слила воду и выкладываю его на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Лук остается хрустящий, но уже не горький. Мелко порежу 1 зубчик чеснока. Чеснок добавляйте по вкусу. И также мелко порежу небольшой пучок укропа. Помидоры сверху присыпаю луком. Также присыпаю чесноком. Заправку еще раз перемешиваю и поливаю ею помидоры с луком. Стараемся, чтобы заправка попала на каждый помидорчик. Кстати, если эту закуску не подавать сразу к столу, вы можете просто помидоры с луком, с заправкой и укропом сложить в банку. И эта закуска может стоять довольно долго. Можно брать эту баночку с помидорами с собой на природу, на шашлыки. Если вы будете подавать закуску в виде салата, сверху я натираю еще немного сыра. Я натираю сверху прямо на мелкой терке. Буквально 20 граммов сыра, не надо много.
и присыпаю укропом. Салат-закуска с помидорами готов. Все очень быстро и просто. Предлагаю приготовить очень вкусную закуску с баклажанами с ореховой начинкой. Это великолепное блюдо грузинской кухни. И, кстати, такие рулетики можно приготовить заранее. На следующий день они получаются еще вкуснее. Баклажаны режу длинными полосками, толщиной примерно 1 см. У меня во Вьетнаме продается именно такой сорт длинных баклажанов. Перекладываю их в миску, солю, оставляю постоять минут на 15-20. Готовлю начинку. Орехи отправляю в чашу блендера и хорошо измельчаю. Пересыпаю в миску. Орехи обязательно предварительно надо обсушить либо в духовке при температуре 170 градусов 7-8 минут, либо на сухой сковороде. Затем их охладить и только потом измельчать. В чашу блендера кладу чеснок, перец чили, берите его по вкусу, и кинзу, большой пучок. Добавляю семена кориандра и немного растительного масла. Все измельчаю. И теперь эту ароматную массу соединяю с орехами. Добавляю специи, соль, черный перец и также бальзамический уксус. Хорошо все перемешиваю. Если начинка получается сухая, можно добавить немного воды. Начинку обязательно попробуйте на вкус. Я добавляю еще немного соли. Начинка очень вкусная, в меру острая. Баклажаны постояли и пустили сок. Сливаю его и поливаю баклажаны сверху небольшим количеством растительного масла, примерно 2-3 столовыми ложками. Перемешиваю. Я включила разогреваться сковородку с толстым дном и буду обжаривать баклажаны на сухой сковороде до красивого золотистого цвета с двух сторон. Готовлю на среднем огне, чтобы баклажаны пропеклись внутри и были нежные и мягкие. При этом способе приготовления баклажаны получаются нежирные, очень вкусные, как на гриле. Снимаю их на тарелку и жарю все остальные баклажаны. Формую рулетики. На баклажан выкладываю начинку и сворачиваю рулетик. Перекладываю их на тарелку, украшаю зеленью и зернышками граната. Это очень вкусная закуска, в меру острая и пикантная. Также предлагаю вашему вниманию вкуснейшую мясную закуску. Мясо маринуется вместе с луком в просто обалденном маринаде. И, кстати, оно получается еще вкуснее, если постоит всю ночь в холодильнике. И по вкусу мясо получается как холодный шашлык. Очень вкусно. В первую очередь надо отварить мясо. У меня вырезка. Отправляю его в кастрюлю с кипящей водой. Добавляю лавровый лист, душистый перец горошек, небольшую луковицу с почками гвоздики. Варю мясо примерно 40-50 минут до готовности на среднем огне. Мясо сварилось, достаю его на тарелку и оставляю остывать. Готовлю маринад. В миску выливаю лимонный сок, добавляю воду, сахар, соль, добавляю бальзамический уксус, растительное масло, специи и немного черного перца. Все хорошо перемешиваю, чтобы растворились соль и сахар. По вкусу маринад должен быть кисло-сладко-соленый. На терке режу лук кольцами. Можно порезать ножом. Режу мясо кружочками толщиной примерно полсантиметра. Для этого рецепта очень хорошо подходит именно вырезка. Получаются такие аккуратные кружочки. Сейчас я буду все выкладывать слоями в миску. Сначала лук, затем мясо. Снова выкладываю лук, мясо и так до конца. Последним слоем выкладываю лук. И теперь все заливаю маринадом.
Закрываю миску пленкой и отправляю в холодильник примерно на 4 часа. Периодически мясо с луком перемешиваю. Мясо промариновалось, аромат замечательный, пахнет как шашлык. Сейчас я добавлю немного острого перца чили. Конечно, добавляйте его по своему вкусу. Режу перец небольшими кусочками, предварительно удалив семена. И добавлю немного зелени. У меня кинза. Можно использовать и другую зелень. Мелко ее режу. Все перемешиваю, и мясо готово. Перекладываю на тарелку и подаю к столу. Это очень вкусная и ароматная закуска. Также предлагаю приготовить маринованные грибы. Они не идут ни в какое сравнение с покупными из банки. Готовятся проще простого, и у них есть только один недостаток – они съедаются моментально. В кипящую воду добавляю соль, лавровый лист, перец горошек и анис. Всыпаю шампиньоны. Они варятся очень быстро, с момента закипания примерно 4-5 минут. Не надо их переваривать, чтобы они оставались плотными и хрустящими. Достаю отваренные грибы в миску и оставляю их немного остыть. Готовлю маринад. В миску выливаю лимонный сок, всыпаю сахар, добавляю черный перец. Добавляю мелко порезанный чеснок и перец чили. Добавляю растительное масло. У меня оливковое, можно использовать любое. Хорошо перемешиваю. Также в маринад добавляю немного соли, так как грибы я варила в уже подсоленной воде. В миску с грибами выливаю маринад, перемешиваю и оставляю грибы до полного остывания. Мелко режу небольшой пучок укропа. Добавляю его в миску. Хорошо все перемешиваю. У этой закуски есть только один недостаток. Ее всегда мало, так что готовьте таких грибочков побольше. Они очень вкусные. Также вместо обычных бутербродов предлагаю подать очень красивые и вкусные канапе-рулетики. Их также можно приготовить заранее, сформировать рулетики и уже непосредственно перед подачей к столу нарезать и красиво оформить. Приготовлю домашний майонез. В чашу блендера отправляю яйцо, добавляю лимонный сок, соль, сахар и горчицу. Вливаю рафинированное растительное масло и все взбиваю погружным блендером до загустения. Пока масса не начнет густеть, ногу блендера не поднимаю. Буквально за 1 минуту готов домашний майонез. Для каждой закуски мне понадобится 4 кусочка хлеба для тостов. Обрезаю корочки, выкладываю кусочки внахлёст и придавливаю скалкой. Соединенные между собой кусочки хлеба немного раскатываю скалкой. Всего делаю 3 такие заготовки. Для первой закуски основу из хлеба выкладываю на пергаментную бумагу, промазываю майонезом. Сверху выкладываю тонко порезанные кусочки колбасы внахлёст. Накрываю пищевой пленкой и переворачиваю. Снова хлеб промазываю майонезом. Выкладываю кусочки сыра. Тонкий слой майонеза. И следующий слой – это отварные яйца, которые я натерла на мелкой терке. Выкладываю их немного, не доходя до края. Сверху полоски перца и зеленого лука. Накрываю кусочками ветчины. Скручиваю все в плотный рулет при помощи пленки. Заворачиваю и хорошо прижимаю. Рулет отправляю в холодильник. Готовлю следующую закуску. Основу из хлеба промазываю творожным сыром. У меня Филадельфия. Можно использовать и мягкий плавленый сыр. Сверху внахлёст выкладываю кусочки семги. У меня копченая. Можно использовать слабосоленую семгу.
Накрываю сверху пленкой и переворачиваю. Смазываю хлеб тонким слоем майонеза. Выкладываю полоски перца, порезанные колечком маслины и листики рукколы. Можно использовать и любой другой зеленый салат. Сверху снова семга и скручиваю плотный рулет. Отправляю также в холодильник. Для следующей закуски огурец режу на полоски, яйцо натираю на мелкой терке. Основу из хлеба смазываю майонезом. Разворачиваю крабовые палочки и выкладываю сверху. Закрываю все пленкой, переворачиваю. Смазываю хлеб тонким слоем майонеза. Сверху сыр, майонез, яйцо, крабовые палочки, огурцы и немного зеленого лука. Сворачиваю плотный рулет. Хорошо поджимаю и отправляю в холодильник. Все закуски можно приготовить заранее, накануне вечером, и оставить в холодильнике. Перед подачей к столу нарезать и красиво оформить. Разрезаю все рулеты на кусочки, срезаю край. Такие закуски легко приготовить, и они станут прекрасным украшением для праздничного стола. И они, конечно, очень вкусные. Также предлагаю приготовить очень вкусную и красивую рыбу в тесте. Ее можно подавать к столу как горячей, так и холодной. Но все-таки для новогоднего стола я рекомендую подавать это блюдо холодным, в виде пирога с рыбой. Можно испечь все заранее, накануне вечером. Я подготовила 2 куска рыбы. Для рецепта можно использовать семгу или форель. Удалила все косточки и кожу. Филе солю и перчу. Листья шпината выложила в сито и ошпариваю кипятком, чтобы он осел и убрать лишнюю влагу. Можно использовать и замороженный шпинат. Хорошо все отжимаю и режу небольшими кусочками. В миску выкладываю творожный сыр, у меня крем-чиз. Добавляю по вкусу соль и перец. Добавляю сушеный чеснок и хорошо все перемешиваю. Для рецепта я использую покупное бездрожжевое слоеное тесто. Оно у меня раскатано очень тонко, поэтому я соединяю вместе 2 куска. Немного теста прокатываю в длину. На каждый кусок рыбы у меня идет примерно 300 граммов теста. Толщина пласта получается 3-4 мм. Рыбу выкладываю прямо в середину. Сверху половину сырной массы со шпинатом. Разбалтываю яйцо и смазываю края теста. Закрываю рыбу и хорошо все прижимаю. Излишки теста срезаю. Смазываю край яйцом и подворачиваю. На подготовленный противень, выстеленный пергаментной бумагой, выкладываю конвертик с рыбой швом вниз. И точно так же формую второй конверт с рыбой. Смазываю сверху тесто яйцом. И острым ножом делаю рисунок. Надсекаю тесто, не прорезая его до конца. Получается рисунок из ромбиков. Сверху тесто немного присыпаю крупной солью и перцем. И отправляю запекаться в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке.
Вот такая красота получилась. Тесто хрустящее, а внутри очень нежная, сочная рыба. Уверена, это блюдо всем понравится и станет украшением стола. И основным горячим блюдом предлагаю приготовить вкуснейший мясной рулет из ошейка. Он запекается сразу с гарниром, что очень удобно. На гарнир здесь идет картофель и грибы. И, кстати, такой рулет я рекомендую замариновать также заранее. Он тогда получится еще более сочный и вкусный. Приготовлю маринад для мяса. Натру на мелкой терке 5-6 зубчиков чеснока. Добавляю 1 чайную ложку сушеного чеснока. Добавляю чайную ложку сушеного лука, сушеный тимьян, 2 чайные ложки паприки, чайную ложку орегано. Добавляю соль и перец. Конечно, все специи и соль вы добавляйте по своему вкусу. Добавляю 1 полную чайную ложку горчицы и добавляю 1 такую чайную ложку с горкой дижонской горчицы в зернах, столовую ложку сахара. Сахар, если хотите, можно заменить медом. И добавляю 2 столовые ложки оливкового масла. Можно использовать любое растительное масло. Хорошо все перемешиваю. Маринад еще получился у меня такой достаточно густой. Я добавлю еще ложку масла. Для моего рецепта я использую вот такой красивый ошеек, вес примерно чуть больше 2 килограммов. И сейчас мясо надо раскрыть. Делаю вот такой надрез толщиной примерно 1 сантиметр. И начинаю мясо вот таким образом поворачивать и открывать по кругу. Как бы его раскручиваем. И теперь перед тем, как мясо отбить, я его еще немного вот так вот надсекаю. Так оно лучше промаринуется и поперек. Закрываю мясо сверху пленкой и хорошо его отбиваю. Получился вот такой широкий пласт мяса. Сверху я выкладываю вот этот маринад, но не весь. Немного маринада оставлю. И хорошо втираю маринад в мясо. Скручиваю в том же порядке, как я его раскрывала. Закрываю рулет пищевой пленкой и оставляю его таким образом полежать, промариноваться. Лучше всего, если это мясо полежит хотя бы пару часов. Но если оно у вас полежит 12 часов или даже сутки, оно будет еще вкуснее. Мелко порежу репчатый лук. Морковь натру на крупной терке. Я включила разогреваться сковородку. Наливаю небольшое количество растительного масла. Отправляю сначала обжариваться лук до легкого золотистого цвета. Добавляю в сковородку кусочек сливочного масла и добавляю морковь. Благодаря сливочному маслу морковь будет яркого оранжевого цвета и очень вкусная. По вкусу добавляю соль, перец и добавлю четверть чайной ложки тимьяна. Обжариваю морковь, чтобы она стала мягче и слегка подрумянилась. Морковь с луком обжарились, сковородку снимаю с плиты и оставляю их немного остыть. Болгарский перец очищаю от семян и перегородок. И режу длинной соломкой. Мясо промариновалось, я его разворачиваю. Стол я застелила пленкой. Выкладываю морковь с луком. Распределяю сверху, не доходя до края. Выкладываю полоски бекона. Бекон можно использовать любой. Сыровяленый, сырокопченый, какой вам больше нравится. Теперь полоски болгарского перца. Сверху выкладываю пластинки сыра. У меня сыр гауда. И теперь мясо скручиваю в рулет. Аккуратненько все поджимаю. Плотно обвязываю шпагатом. Излишки шпагата срезаю. Я подготовила вот такую большую форму, выстелила ее фольгой и сверху еще выкладываю пергаментную бумагу. Картофель разрезаю крупными кусками. Сразу перекладываю в форму. У меня вот такие крупные шампиньоны, я их просто разрезаю пополам. И такими довольно толстыми перьями режу лук. Овощи солю, добавляю сушеный чеснок, сбрызгиваю немного растительным маслом и хорошо все перемешиваю. Выкладываю сверху мясо, промазываю оставшимся маринадом.
Закрываю все плотно сверху фольгой. И сейчас я все отправляю запекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на час 20. Конечно, вы ориентируйтесь также по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Мясо я достала из духовки, снимаю с него фольгу. Мясо очень сочное, великолепно. Картофель уже тоже готов. Сейчас я все отправляю обратно в духовку без фольги, примерно минут на 20, чтобы все сверху хорошо подрумянилось. Вы только посмотрите, какая красота получилась. Оно хорошо подрумянилось сверху, очень сочное. Переношу мясо на тарелку и аккуратно снимаю шпагат. Конечно, мясо получается просто потрясающее. Какое оно сочное, очень вкусное. Немного можно украсить зеленью и сразу подавать к столу. На десерт предлагаю приготовить великолепный торт «Волны Дуная». Он такой красивый и какой же он вкусный. Каждый кусочек этого торта просто тает во рту, а готовится он проще простого. И, конечно, торт также лучше приготовить накануне вечером. Готовлю крем. Молоко вливаю в сотейник, и его надо довести до кипения. В миску всыпаю сахар, крахмал, соль, перемешиваю. Добавляю яйца и хорошо перемешиваю до однородности, чтобы не было комочков. Теперь вливаю часть горячего молока в яичную смесь. Активно перемешиваю. Оставшееся молоко возвращаю на плиту и вливаю в него полученную смесь. Теперь варю заварной крем при постоянном перемешивании, пока он загустеет и закипит. Крем получился гладкий, без комочков. Добавляю в него 2 чайные ложки экстракта ванили. Перемешиваю. Переливаю в миску, закрываю пищевой пленкой в контакт с кремом и оставляю до полного остывания. Готовлю тесто. Смешаю муку с разрыхлителем. В миску выкладываю мягкое сливочное масло. Добавляю соль, всыпаю сахар и добавляю экстракт ванили. Хорошо взбиваю миксером в течение 4-5 минут в пышную светлую массу. Теперь по одному добавляю яйца. Каждый раз хорошо перемешиваю. В полученную массу просеиваю муку с разрыхлителем. Перемешиваю сначала лопаткой, а затем очень быстро миксером. Это тесто не любит долгого вымешивания. Получилось нежное воздушное тесто. Отбираю часть, примерно 1/3. У меня это около 400 граммов. Добавляю в него какао. Просеиваю его через сито. И также вливаю немного молока, чтобы и светлое, и темное тесто были одинаковой консистенции. Перемешиваю сначала лопаткой и затем быстро миксером. Подготавливаю форму. Размер 30 на 25 сантиметров. Выстелила ее пергаментной бумагой и слегка смазываю растительным маслом без запаха. Отправляю в форму светлое тесто, хорошо разравниваю. И теперь аккуратно выкладываю шоколадное тесто, распределяю ровным слоем. Стараюсь, чтобы светлое и темное тесто не смешались. Для рецепта я использую свежезамороженные вишни без косточек. Выложила их в сито, чтобы стекла лишняя влага. Ровными рядами выкладываю в тесто вишни, довольно близко друг к другу. Теперь слегка их вдавливаю в тесто и отправляю все выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Проверяю готовность коржа зубочисткой. Оставляю его остывать прямо в форме. Заканчиваю приготовление крема. Мягкое сливочное масло перекладываю в миску и хорошо его взбиваю примерно в течение 4-5 минут в пышную светлую массу. Также миксером немного перемешаю заварной крем. И теперь небольшими частями добавляю его в масло и перемешиваю. У меня крем уже полностью холодный. Он даже стоял в холодильнике. Таким образом, заварную основу я добавляю в масло примерно за 4-5 приемов.
Получился очень красивый и пышный крем. Выкладываю его сверху на уже полностью остывший корж и разравниваю. Теперь отправляю торт в холодильник минимум на 5-6 часов, а лучше на ночь. Готовлю шоколадную глазурь. Сливочное масло соединяю с шоколадом и прогреваю все в микроволновке короткими импульсами. Каждый раз хорошо перемешиваю, чтобы шоколад не свернулся. Получилась красивая шоколадная глазурь. Даю ей остыть до комнатной температуры и выливаю сверху на крем. Распределяю ровным слоем. Рифленым шпателем делаю рисунок в виде волны и отправляю торт в холодильник, чтобы глазурь застыла, примерно на 10-15 минут. Обрезаю края торта. У него получается очень красивый срез. Торт можно сразу разрезать на порционные кусочки или целым подавать к столу. Выглядит он просто потрясающе, а какой он вкусный! Каждый кусочек тает во рту. Друзья, надеюсь, эта подборка рецептов, это меню 2, вам понравилось. Оно получилось чуть более обширное. Обязательно пишите об этом в комментариях. И, конечно, поставьте лайк, если видео вам понравилось. Поделитесь им с вашими друзьями. И не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.